Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть, как он там, мысли о вас, да, посмотрим, чувства к вам на сегодняшний день. Так что загадывайте человека, да, проговорите его имя и посмотрим именно о нем, что там у него происходит. Именно о нем. Чувства, что его волнует, тревожит, ну, как обычно, да? По вопросикам, пусть отвечает, пусть рассказывает, как он там. Может, все хорошо, а может быть и не очень. Кстати, давайте сейчас сразу спрошу, вы вместе или нет? Нет. Первая карта колесница, это значит дороги, а дороги развели. Потому что колесница это двойственная дорога, темная лошадка, светлая. В общем, вы не вместе. Вы не вместе. Это так, как сигнификация, да. Если вы вместе, значит не ваш расклад. Вы не вместе. Сейчас, на сегодняшний день, вы не вместе. Что происходит в твоей жизни? Мужчина, приходи, а вы проговорите его имя. Приходи на расклад. Приходи на расклад. Угу. Нехорошая карта, но после нее высший суд. Это дьявол и высший суд. Так. Двойка пентаклей и принцесса. Ну, паш пентаклей, да. Мужчина получает бумеранг. Такое впечатление, что либо у него головная боль сегодня, либо он ударился головой. Либо ударился головой. Задел что-то, может, головой, может, не сильно, может, и сильно. Но что-то я чувствую, вот именно вот он как будто хочет сказать. Что-то у меня не так все в жизни. Я что, плохой? Такое впечатление, что мужчина сердится. Я что, говорит, плохой? В чем я не такой? Ага. Мужчина, ну давай расскажи о себе. Какой ты действительно? Как ты думаешь о себе? Эмоциональный. Эмоциональный. Ну тут мне не нравится дьявол и высший суд. И высший суд как бы как бумерангом. Он вам сделал плохо. Но он... Ты не веришь? Я умный человек. Я старался провести, старался исправить. Я просил прощения за то, что я сделал. Либо хотел попросить прощения. Такое же, говорит, у всех бывает. Я поняла. Он слишком большого мнения о себе. Этот мужчина слишком большого мнения о себе и хочет, чтобы... Да, он может делать подарочки, но он может и обижать. И он считает, что если он обидел, ну ничего, так бывает. Я же тебе подарочек подарил. Ага. Компании любит. Сейчас он где-то с кем-то. Он сейчас болтает с кем-то, вот прямо сейчас. Да, может на работе, может быть по телефону, может быть где-то в баре сидит. Но он сейчас не один. Он сейчас именно разговаривает. Почему так? Потому что, во-первых, он в себе не уверен, и в то же время он хочет это закрыть. Потому что ему не нравится быть в себе неуверенным. Он всегда будет говорить, в смысле я не уверен в себе, но он в себе таки не уверен.
Он просто это скрывает. На него папа обижался. Или брат, не знаю, но папа точно. Я мужскую энергию обиженную вижу. Может, сын обиделся на него. Но что-то такое есть. Опять же, как общий же расклад, да? Мужчина сам себе на уме. Он любит компьютер. Он действительно любит телевизор, чтобы включенный был, даже если он его не смотрит. Либо музыка, либо компьютер. Но чтобы что-то шумело, чтобы не полная тишина. Вот этого он боится. Он смс-ки пишет, он у кого-то узнает, как у тебя дела. Ну, такой. Да, он может выпивать. Здоровье страдает. Ладно, давайте посмотрим его чувства к вам. То, что я тут уже начинаю проглядывать, я еще в раскладе скажу. Обязательно. Чувства к вам. Давай, рассказывай, какие у тебя чувства к девушке, которая смотрит? Да, подвешенный выходит. Подвешенная влюбленная ситуация. Он вас отпустить не может, вы на ниточке. Он так считает, что вы привязаны к нему ниточкой какой-то. Реально, он так считает. Какие чувства? Он хочет вас видеть. Но ситуация между вами подвешенная. Вы не вместе, и вы к нему не хотите, да, идти сейчас или как? Туз мечей. Восьмерка жезлов. Ну, смотрите, здесь двойственно. Здесь либо да, я хотела, вот вы скажете, я хотела сейчас его увидеть, а кто-то из вас наоборот, да, я хочу точку ставить. Почему? Потому что туз мечей — это туз ума, это ваше решение, а восьмерка жезлов — это либо действительно точка и новый ход событий, наконец-то, да, либо, да, к нему прийти, либо он чтобы пришел и поговорить. В общем, немножко двойственно, но все-таки ответ есть. Ответ есть. Я хочу возобновить отношения, башня. Башня на чувства. Я хочу к тебе прийти. Я хочу в доме в одном жить, говорит мужчина. Я хочу, чтобы мы были опять вместе. Реально. Я устал ждать. Я устал. Почему-то он говорит просить прощения. Не знаю для чего, но есть такое. Может, и никогда и не просил этого прощения, но так говорит. Может быть, он виртуально просил. Ты мое солнышко. Я хочу пригласить тебя куда-то съездить, куда-то сходить. Ты мое солнышко. Почему ты такого мнения, в таких мыслях сейчас, а? Что у тебя? Что у тебя? Я хочу справедливости. Я как пробудился. Пятерка энергий, я как пробудился. Я зря сделал то, что сделал по колеснице. Зря мы разошлись по колеснице. И тут идет справедливость. Я хочу заново быть с тобой, я хочу пожениться, расписаться, не знаю, там, не разводиться, допустим, да. Я не хочу иметь документ на одиночество. Это что у тебя за такие слова? Слишком много эмоций.
в этом человеке. Смотрите, даже если он сейчас не один, его что-то держит, но он реально хочет быть с вами. Если он, допустим, женат, он не хочет быть с женой, он хочет быть с вами. Если он ушел и предал вас, получается, вы женой были, да, или даже и есть, может быть, до сих пор, он не хочет, он как будто бы действительно пробудился. У него эмоциональный всплеск на сегодняшний день. Он хочет именно сегодня уже быть с вами. Он именно сегодня хочет быть с вами. А ты сегодня можешь прийти? Ну, кстати, да. Неожиданно, спонтанно. Но он даже сегодня может прийти. Либо позвонить, либо где-то даже классик какой-то поставить там в каких-то ваших, под какой-то фотографией, если у вас такое есть. Если нет, ну не знаю, он мысленно уже с вами, реально. Даже карта называется «Проявление». И да, он может постучаться буквально вот через пару минут. С подарком. С подарком. Типа он, кстати, такой вопрос еще его тревожит. Не нужны ли вам деньги? Может быть, он какую-то сумму должен вам перечислить? И, скорее всего, в ближайшее время это будет. Вот такое еще здесь есть. Я, говорит, слишком много себя отдаю работе. Но у меня такое впечатление, говорит мужчина, что ничего не получается без тебя, без вас. Не получается. Вы ему были такая большая помощь. Реально. И он этого не понимал. Он и сейчас не до конца понимает. Я все сделаю, говорит человек. Я все смогу сам. Но он пробуждается от этого. А как же сам, говорит мужчина? Она мне помогала, я хочу, чтобы заново было так. Вы ему помогали, да? Может, в финансовых вопросах, может быть, психологически, может быть, просто любовь, да? Покушать, ну, как обычная жизнь, покушать, постираться там и что-то такое. Но вот сейчас у него, где бы он и с кем бы он ни был, сейчас будем смотреть, если другая есть, что там, если. Но он именно вас видит в своей жизни, он пробудился. А с ней-то у меня лучше было, говорит мужчина. А вы ему помогали, реально помогали. Если у вас есть, даже не так скажу, если вы жили в частном доме, вы практически все делали. Ну да, может быть, мужскую там работу не делали, может быть, но вы и с ним вместе, либо даже сами где-то посадили, где-то там поухаживали и по дому. И если есть курочки, да, вот такое вот. Если не частный дом, а просто квартира там, то как-то реально тоже там постирали, приготовили, он пришел, взял, все, пошел отдыхать там или с кем-то общаться, разговаривать дальше. Он не ценил вас. А почему ты не ценил? А потому что ему кто-то по луне, видите, луна выходит, кто-то ему наговор сделал. Либо ему в уши надули, что она такая-сякая, это не твое, еще лучше встретишь, ну, типа такого. Либо магия. Луна вышла. Именно Луна. А Луна может, да, говорить за магию. С глаз, магия. Друзья попортили ему что-то. Сам, может быть, еще не до конца проснулся.
Так, рассказывай чувства. Чувства были, чувства я уже, да, мысли хочу, да, услышать от тебя. Что ты вообще думаешь о девушке, которая смотрит расклад сейчас, о тебе? Шестерка, ну потому что вы отсутствуете. А как у вас? А как у нее? А как у тебя? Говорит мужчина. Кстати, по этой карте 100%. Это получается, что он помнит вас, какая вы были с ним, и вдруг она сейчас с кем-то еще. Да-да-да, есть такие мысли. Ух, его злит это все. Это значит, что он там на расстоянии, давно ли вы не вместе, недавно ли, но он сегодня думает, а с кем она. Потому что он помнит, какая были вы с ним изначально, и что сейчас можете подарить другому человеку. Как же его ломает это. Это реально вот. А как у нее там? Что она делает? Это что, она без меня радуется? Да, вот это у тебя характер, мужчина. Он же император. Следующая карта. Карта императора. Фортуна. Мы по судьбе, а она вот так почему-то на расстоянии, а сам вот на маленькой лошадке к вам доехать не может. Вот так карты показывают. Эта колода вообще... Знаете, что хочется сказать здесь про него, по вот этой колоде именно? Голый король с кучей страхов и комплексов. Вот этот мужчина на сегодняшний день. Нет, он не всегда был таким. Но на сегодня именно так. Знаете, ему тяжело восстанавливаться. Ему... И вы тяжело восстанавливались, да, после разрыва отношений. Тяжело, потому что было у него такое, он, в принципе, был нормальным таким, интересным. Единственное, что в какой-то момент он реально начал слушать какого-то другого человека, о котором вы даже и не знали. И тот человек ему красиво навешал лапшу на уши. По поводу вас, по поводу его отношений с вами. Ну, такое вот. Да, есть такое. Влезли в вашу жизнь. Есть. Иногда бывает, десятка жезлов, надо тяжесть. Иногда бывает, что... Кстати, он может приписывать достижения другого человека себе. И он сейчас понимает, что вы ему были в помощь, что вы индивидуально. А тогда он считал, что вы должны ему. Вот его проблема. Вот его большая проблема. И реально, либо он всегда будет этим мучиться, что ему кто-то должен, либо он все-таки перестроится. Но главное, чтобы ему в уши не дули, опять же скажу. Потому что, да, здесь идет такое, что мужчина говорит, а мне все должны. А он приписывает достижения других. Да, такое есть. Вы умеете любить. Вы очень сильно верите в верность. Вы очень верите, вот, есть такое, десятка мечей, да вы что. Видите, как с ним невозможно чувствовать верности, и с ним невозможно чувствовать спокойствие, понимание, потому что он уже обманул вас когда-то. Либо очень больно сделал. Кто-то из вас, да, хочет с ним поговорить, вдруг изменился. Но кто-то из вас сейчас скажет, нет, такие не меняются. Ну, так как расклад общий, да, по этой карте и так могу сказать. Кто-то из вас хочет снять эти оковы, эти какие-то веревочки, да, то, что по карте здесь. А кто-то скажет, а зачем? Пусть он далеко будет. У меня сейчас другое начинается. Вы умеете любить. Его удивляло, очень сильно удивляло
Ваше понимание, да, есть такое, такая уверенность. Ваше понимание разных ситуаций. Его удивляли ваши знания. Его удивляло то, что вы легко можете сказать, а он не хочет это слушать, а через время оказывается, что вы были правы. Вот это его удивляло и удивляет до сих пор. И вот через это он начал наконец-то понимать, что ну зря я ее упустил. С кем у меня еще так будет? А не будет. Не будет. Реально будет, не будет, что карта скажет. Нет, он будет смотреть. Искать, да. Но около него никого нет. Вот карта ответила. Бежит, ищет, а никого нет. Опять эта карта выскочила, потасовала. Человек на сегодняшний день, у него реально куча страхов. У него, кстати, есть паранойя, можно сказать, но она больше в голове. Он хочет избавиться от этого, очень хочет от этого избавиться, убежать от этого. Но что-то сидит, как будто что-то его держит в каких-то оковах. Так, давай дальше по вопросам, мужчина. Что тебя тревожит сегодня? Что тебя тревожит? Тревожит его да ладно, иерофант просто выходит. А как? Его тревожит закрытая дорога. Он не может куда-то либо поехать, либо что-то сдвинуть с мертвой точки. Он чувствует себя глупцом, либо, может и не чувствует, может быть просто чувствует себя в какой-то паузе, в очень-очень долгой паузе. Ему это не нравится, он как закрыт. Он волнуется по поводу, а когда же уже высшие силы дадут ему проход. Он не хочет сам или не может сам где-то что-то исправить. Он хочет, чтобы его подтолкнули. И вот в этом у него идет тревожность на сегодняшний день, волнение каких-то над какими-то или из-за каких-то ситуаций. Тайна твоя. О, есть. Лупа вышла. Собачка завыла опять у соседей. Каждый день. Хорошенькая, маленькая, постоянно вот так вот лает. Сейчас. Тайна. Девяточка жезлов, тайна. У него есть тайна, но тайна его только касается. Только его. Что-то у него есть, он не хочет говорить. Маг? Он что, в магию ударился? Может, кстати. Либо чистит магию через какого-то человека и никому не будет говорить. Да, может быть, он поверил, что у него на нем есть магия и ходит, очищается. Вот. Либо, что еще по магу можно сказать, либо он что-то сам наделал. То, что мое, говорит, должно быть со мной. И я этого добьюсь. Я жду своего, жду победы, жду каких-то перемен. Закрыто что-то, есть тайна, но не сильно он ее хочет даже на раскладе открывать. Серьезно, я тут образно вижу, но четко нет. А вы узнаете про эту тайну когда-нибудь? Да? Узнаете. Реально узнаете об этом. Есть какая-то тайна у него. Вы об этом узнаете. Расклад. Эмоции. Всплеск эмоций каких-то. По звездочке это его желания, его перспективы, его мысли, планы. Ну, есть кое-что, что он пока что утаивает. Даже через расклад не хочет говорить. Ничего себе. Ладно, может быть, в следующем раскладе узнаем. Либо вы узнаете действительно на днях что-то про него. Чему ты радуешься? Чему ты радуешься? Есть радость? Отшельничеству?
И маг опять выходит. Он что, занимается магией? Или, говорю, или занимается, или чистит в себе эту магию. Радуется. У него стресс. Какая тут радость? У него есть стресс. Стрессовые ситуации. Единственное, что да, он может радоваться, когда остается один, обдумывать свои желания и радоваться вот наедине с собой какими-то перспективами, которые он себе придумывает. Какие-то мысли, какие-то желания, какие-то мечты. Сон может хороший присниться, он будет немножечко радоваться, да, наконец-то мне хорошее что-то приснилось. А вообще нет, он в стрессовой ситуации. Он радуется еще мечтам, что вы когда-нибудь все-таки ему позвоните и попросите вернуться. Есть такое. Даже если вы четко знаете, что этого не будет, а он вот так думает. Императрица вышла. Детей, если дети есть, детей хочет видеть. Что у тебя в доме, там, где ты ночуешь? Какой-то прорыв, какой-то такое что-то, разговоры, вечно где-то сидит, либо в компьютере, в телефоне, не знаю, может быть, книжки читает, хотя книжки читает. Да, может читать книжки, любопытство. Что-то рассматривает, что-то читает, новости какие-то ему вечно нужны. Вот он очень любит читать новости. Вообще обо всем, что там, что там, что там, чтобы быть подкованным в этом. Вот, любит приглашать в дом людей или на телефоне. Может быть, живет, да, не один, поэтому разговоры есть, разговоры идут. Радуется мечтам о мире, с вами помириться вот хочет, это его радость. И в доме мир хочет, чтобы был. Потому что реально человек в стрессе и в вечных каких-то, это вот туз мечей, в вечных каких-то проблемах, которые он должен разрешить по тузу мечей. А это карта мира, он хочет в доме, чтобы был мир, потому что он этому радуется и хочет, чтобы в реальности это было. Чтобы было это в реальности. Он помириться с вами хочет, помириться, может, еще с кем-то хочет. Хочет, чтобы больше возможностей пооткрывалось у него. Но это дом. Что в доме? Обычно, как всегда, наверное, так скажу. Больше я даже и не знаю, что такого сказать. Вот как всегда было, так оно пока что идет. Может, в следующем раскладе, говорю, будет что-то резкое, другое. А пока так. Кстати, он может быть не дома, и поэтому он думает о доме. Вот может и так быть. Он разговаривает, а как там дома, вот по вот этой карте. Смотрит новости, мечтает, вот земля, приехать наконец-то домой, если он не дома. Вот. А если дома, то он хочет нормализовать ситуацию в доме. Может, ремонт хочет сделать. Давайте посмотрим по поводу соперницы, да? Если вы точно знаете, что она есть, то смотрим. Если нет, то чуть-чуть пролистайте, да? Вот если она есть. Что у тебя с ней? Королева жезлов идет. Есть, да, такая. Рыцарь. Паж. Вот тут такие коробочки. Смотрите, она очень хочет любви, но он, что сказать больше про тебя, он странный в этих отношениях. По-моему, он ей изменяет. Вот по вот этой карте с черепом на коробке. Он может ее обманывать, он может на публику говорить, у них так супер все. Но на самом деле он в ящик Пандоры заглядывает. Или изменяет этой женщине он.
либо просто у него действительно есть планы на то, чтобы вот уйти из этого и сделать себе настоящую жизнь. Потому что с ней у него вот ящик. Хотя он может показывать, да, что все хорошо, я такой довольный. Но она хочет любви. А она сама по себе. Она одна, он как в яму провалился. Ждет его, ждет, а он по себе живет. Ну, такое вот. Так, твои действия, твои планы на ближайшее время. Ой, ждите его все-таки в гости, все-таки где-то он проявится. Он даст о себе знать. Если где-то далеко и уже навсегда, знаете реально, точно, что он хочет проявиться. А ты хочешь, чтобы девушка вот проявилась сама? О, еще как, конечно, как же. Очень хочет. Очень хочет. Планы, планы, планы твои. Будет по работе переходить на какую-то новую работу, либо по-новому будет подходить к работе. Что-то меняется у него. Какая-то новая работа идет. Обновление. Он ищет заработок получше, чем есть. Король жезлов. Скоро он будет с кем-то общаться по поводу какой-то дороги. Вот такие планы. А планы на девушку все-таки есть у тебя, которая смотрит? Вот ты действительно появишься? Да, я хочу. Реально отвечает, я хочу появиться. Но она может меня уже и не ждать. Если ждет, то будет хорошо. А давайте тогда действительно посмотрим. Если вы хотите быть с ним, да, что карты вам подскажут? По девятке эмоций, да, вы хотите. Вы реально хотите быть с ним. Скоро вы встретитесь. Шестерочка жезлов. Шестерка восстановления и больших энергий. Тройка мечей — это разбитое сердце. Вам стоит проявляться? Нет, он придет. Он скоро придет к вам. Вы хотите, но придет он, вы будете разговаривать. Он вылечит ваше сердце, вы будете вместе. Он изменился, да. Большой результат ждите. Вы многое что сделали для этого, и он меняется. Меняется. Так что если есть возможность действительно по судьбе, то у вас вот шахматная доска. Новые ходы, новые возможности, новые решения. Это вы вдвоем, и вы будете вместе. Вы реально вместе, на одной волне. Так что помиритесь. Если вы не хотите, карты, да, говорят, помиритесь. Если вы не хотите и знаете, что вряд ли вы будете вместе, давайте посмотрим, что вам карты скажут. Ждите какой-то встречи интересной, и скоро получите либо звонок от кого-то, либо что-то написано будет. Мужчина идет, король эмоций, король такой радостный, радушие. Четверка ваша судьба на пороге у вас. Это новый мужчина. Реально новый мужчина. Вы по судьбе не одна. Вы очень умный, интересный человек. У вас признание. Кто-то очень красивый такой комплимент вам скоро скажет. Скорее всего, посторонний человек это сделает. На работе, может просто на улице, но вам комплимент, вам вслед смотрят и говорят, как она хорошо выглядит, либо как, а может и то, как хорошо вы думаете, отвечаете, ваши мысли, какие-то интересные, не знаю, там сообщения. Вот с вами интересно общаться, очень интересно общаться. Серьезно так карты про вас говорят. Но ждите прибавления в свою жизнь. Скоро получите свои плоды своего счастья. В ближайшее время планируете поездку в
какое-то очень интересное место, она состоится и будет радостной. И еще кое-что. Ух ты, а здесь будет сюрприз. Ну ничего себе, какая карта. Тут будет сюрприз. Но я вижу, что вы что-то будете готовить. То ли торт, то ли пирог испечете, может быть, либо что-то сделаете своими руками, вот что-то другое. Но это вам поможет что-то новенькое, красивое такое открыть для себя. Либо в денежках перспективы будут, либо в каких-то общения, не знаю, с людьми, с человеком каким-то, да, что-то хорошее. Но ваш талант, он очень многое даст вам в будущем, и уже скоро, вы уже вот-вот, скажу так. Так что скоро будет очень много ответов на ваши вопросы. Вы даже сами их себе откроете. Или кто-то откроет. Ну, так же самое и на раскладах будем смотреть, кстати, по этому вопросику. Вдруг что-то действительно в следующем раскладе как раскроется, то, что вам надо знать. Но путешествие у вас будет интересное. Планируйте какое-то теплое, какое-то яркое, какое-то, где природа, вам визуально это нравится будет. Вы будете много смеяться, вы поправите здоровье. Вот такое вам по судьбе. Ну все, ой, ничего себе, что тут на дне колоды. Да вы посмотрите. Эй, вот так. А? Это вообще будущее необычное, но очень интересное для вас. Так что либо встречи с этим мужчиной ждите, необычной и неожиданной, либо встречу с каким-то другим человеком, который тоже принесет столько всего интересного в вашу жизнь. И дай Бог, да? Здоровья крепкого, радости, любви, пусть она будет у вас, да? И денежек. Ну а как же, и денежек. И чтобы с детьми все хорошо было, просто вот обязательно, чтобы у детей все было хорошо. На сегодня все. Кстати, одна карта. Мужчина, а что бы ты хотел передать? В следующем раскладе. Вот так. Все. Тут точно все. Он ушел. Он ушел и будет там что-то перемалывать и до следующего расклада. Хорошо, отдыхайте. Мужчины. До следующего расклада, да? Посмотрим, что в следующем раскладе про мужчин. Карты расскажут про мужчину, да, и про судьбу, про будущее, какие-то советы опять дадут. Поэтому будем на связи. Здоровья крепкого вам. Подписывайтесь, кто не подписался, жмите колокольчик и ставьте лайки, если не трудно. Мне очень-очень нравится. А комментарии ваши — это вообще супер. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. И все хорошее, да, чтобы вот шло к вам и чуть-чуть ко мне. На связи.